Здравствуйте, милые рукодельницы, с вами Ольга. Сегодня я буду шить рождественские сапожки для подарков. В этом видео сошью джинсовые и белые сапожки. Остальные я шила в прошлом году, и на тот момент я видео еще не снимала, но решила вам их показать для вдохновения. Рождественский сапожок – неотъемлемая часть рождественских праздников на Западе, но все чаще их можно увидеть в российских домах. Традиционно подарки у нас кладут под елку. Однако, чтобы порадовать детей, можно заготовить несколько подарков, часть которых окажутся под елкой, а часть будет спрятаны в сапожок. Это будет тем более здорово, если такой сапожок изготовить своими руками. Тем более, что это совсем не сложно. Такой сапожок можно использовать вместо упаковки. Например, пойдя в гости, положить небольшой подарочек или сувенир в такой сапожок. И декор такого сапожка можно придумать совершенно разнообразный. Вот как вы видите, из различных тканей. Это может быть основа из цельной ткани, может быть также выполнена крейзи, вот видите, собрана из небольших лоскутиков и расшита декоративными стежками, украшенная пайетками, бусинами, бисером. Здесь я выполнила такой декоративный цветок, лепестки которых я шила по отдельности и присбаривала у основания. Вот верх сапожка, видите, такой вот как обтачку, не обтачку, но вот этот верх, за счет того, что ткань тонкая, я туда прокладывала тонкий синтепон. Посмотрите, как нарядно это все выглядит, ярко. А здесь основу я собрала в так называемой лоскутной пицце. Нарезала небольшие кусочки ткани, насыпала сверху пайетки и накрыла все фатином. Здесь выполнен также декоративный цветок. Декор разный, но пошив сапожков практически один и тот же. Вот видите, и поверху я тоже прокладывала тонкий синтепон, вот такой мягенький получился верх. Вот здесь также лоскутная пицца, а цветок и листики вот эти зеленые я просто вырезала из ткани, из атласа, и опалила края на огне. Потом пристрочила и украсила. Но этот сапожок также выполнен из различных тканей, из маленьких и побольше кусочков. И опушка сделана из норки. И вот такой вот бубончик, такой сапожок дамский. Можно, например, положить туда духи и принести в подарок. Ну, вот такие сапожки у меня на данный момент. Давайте приступим к пошиву, к изготовлению. Я сделала такой бумажный шаблон. Размер сапожков может быть совершенно разный. Вы можете сделать размер, подходящий под величину вашего подарочка. Используя эту выкройку, я выкроила две белые основы из ткани, проклеила их флизелином. Вот это наша основа. И так как ткань такая бесфактурная, просто белая, я накрою ее белым фатином. И просто по краям пристрочу. По краям я прострочу и сделаю стежку ромбиками на задней и передней деталях. Вот видите, вот такими ромбиками я прострочила. И теперь будем декорировать переднюю часть сапожка. Это будет елочка из фатина, такая будет объемная аппликация.
Вот у меня зеленый фатин такой средней жесткости. Нарезала его небольшими квадратиками, 4-5 сантиметров. И буду складывать их. Сейчас покажу, как. Буду импровизированные такие иголочки, веточки, да, делать. Так, наискосок, видите? И потом вперед и назад завернула. Вот такая вот веточка получилась. И буду их пришивать рядами. Первый ряд, второй ряд. Ну вот для наглядности покажу на этом кусочке, как складывать. Вот. Ну вот сложили, и буду пришивать я бисером. Вот примерно там в уголок, ну не прям с краешку, 0,5 отступили, прокололи, бисеринку надели и продели обратно. Вот, веточка будет закреплена. С изнаночной стороны сделали закрепочку. Вот я прошиваю 2 стежка, и все, оно будет уже закреплено. И не отрезая нитку, продолжаю шить дальше. Вот таким образом будем прошивать первый ряд. Первый ряд пошире, второй ряд поуже, и на сужение идем кверху уже. Если там заметили какие-то проплешины, какие-то такие зазорчики образовались, всегда можно туда еще подшить такую веточку. Вот получается елочка такая пушистая, воздушная, очень красивая. Здесь, конечно, простор для фантазии, как можно задекорировать, украсить такие сапожки. Совершенно нетрудно и очень интересно, занимательно. Можно также с детками это все расшивать. Вот и складываем. Второй слой уже идет немножечко внахлёст. И вот таким образом вот получилась вот такая прелестная елочка. Прям вот эти уголочки прям похожи на иголочки. Видите, они такие остренькие. Такая вот красота. У меня будет такой декор лаконичный, не сильно яркий. Взяла я вот такие серебряные бусины и буду их расшивать поверх елки. Также у меня есть вот такие белые пайетки в виде снежинок. Я их буду пришивать по белому фону. Они будут не сильно заметны, но будут поблескивать, все равно их будет видно. Вот пайеточку я буду вот так пришивать в серединку и нанизывать на иголку одну бисеринку и продевать обратно в пайетку. Вот так. Ну вот я расшила и пайетками, и бусины. Вот так вот получилось. Не сильно ярко, но также можно это сделать в ярких красках. Здесь я сперва хотела пришить вот такую вот небольшую звездочку, но мне показалось красная намного ярче, как-то привычнее, и решила я все-таки туда поставить красную звездочку, но потом ее приклею уже в конце. Вот, для подклада я взяла трикотаж и просто основные детали настрочу на этот подклад. Все лишнее потом срежу. Вот все, наши заготовки готовы. Теперь мы их соединяем, вот просто пристрочив друг к другу.
Вот, все пристрочили. Теперь нам нужно обработать вот этот вот срез. Я также взяла полоску фатина, сложила ее вдвое и прострочу по лицевой части, по передней. Вот, видите, пристрочила, теперь отвернула на заднюю часть и пришью это все вручную. Вот, видите, все пришила, получился аккуратный, красивый край. Теперь нам нужно обработать верх, и в каждый сапожок я вставляю такую петельку, чтобы можно было его подвесить. Вот прикреплю его с задней стороны, вот так. Потом я его пришью. Вот взяла такой искусственный мех, так как я вообще его хотела сделать вдвойне со сгибом, но основа у этого меха очень жесткая, и я просто обстрочила его, вот так сделала обтачку из тонкой ткани. Вот такой кантик получится белый. Вот. Теперь мы это все пришиваем. Начинаю я не сначала, а вот такое вот небольшое отступление сделала 2-3 сантиметра. И дальше вот видите, прошила. И теперь нам нужно это вот скольцевать, да? Сделать шовчик. Вот смотрю, где нужно сделать шов. Прострочу здесь. Вот так. Все прострочила. И теперь лишнее все срезаю. И дострачиваю нашу строчку. Все. Теперь вывернули. По верхнему краю я сделаю еще одну дополнительную строчку по кругу. И низ по меху я пришью вручную. Вот и все. Приклеила звездочку на горячий клей. Сапожок готов. Совсем не сложно шить его. Я думаю, сможет каждый. Посмотрите, какой нежный получился декор. Не кричащий. Ну а также можно сделать это все в ярких тонах, более блестяще, более нарядно и празднично. Давайте используем всеми любимый джинс. Также его можно красиво обыграть в сапожках. Сделать абсолютно любой разнообразный декор. Ну вот я буду делать такую вот елочку. Примерно я так рисую контур, в котором я буду пришивать бусинки, пуговки. Линии я потом еще подправлю линеечкой. И буду вот пришивать все, что я нашла. Вот такого бронзового, коричневого цвета, бежевого. Даже вот видите, от молнии вот такие вот держатели или бегунки, как они называются. И все это пришила, видите? Даже ножка у елочки. Посмотрите, как это красиво все смотрится. Старые пуговицы, которые совершенно были невзрачные. Здесь они, конечно, заиграли другими красками. Вот видите? Совершенно из ничего. Ну и также поступаем, как и с прошлым сапожком. Берем подклад, на подклад настрачиваем основные детали, срезаем все лишнее. Вот они наши заготовки. Также укладываем и сострачиваем. Вот. Края я буду обрабатывать джинсовой тканью, вырезанной по косой. Это очень важно, потому что здесь очень много закруглений, и чтобы этот полоса ткани лежала ровно. Вот я просто настрочила и срезала, отступая от строчки, где-то 2-3 миллиметра. Также буду вшивать петелечку и вверх буду обрабатывать вот выпаранным поясом от брюк. Просто его обстрочу по кругу. Вот. И смотрите, как это все прекрасно смотрится. Я желаю всего хорошего. До скорых встреч. Всем пока-пока.